Итак, друзья, братья и сестры, добрый день еще раз. Хочу очень сильно заострить внимание на том, с чего все начинается, откуда же, как говорится, растут ноги. Смотрите, война откуда взялась? Есть пророчество Даниила, 8 глава, с 5 стиха. И есть Исаия, 13 глава, с 9 по 13 стих. И есть очень много мест, которых я привожу в описании, где сказано. Например, Даниила, начнем с Даниила, с 8 главы. Я самое основное читаю. «Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него». Возлюбленные, четко видно, если... Кому интересно, если вы начнете разбираться в Библии, если вы начнете погружаться в Слово в Божье, то вы поймете, что на Востоке есть две силы. Есть овен с двумя рогами. В Даниила сказано, что один рог больше другого рога. И там сказано, что с запада навстречу ему вышел козел с одним рогом. Поэтому нужно разобраться, почему животное и почему же именно рога. Так как я в жизни не видел, ни в мифологии, ни в жизни я не видел козла с одним рогом. Причем же здесь козел? Слово Божье четко пытается обратить наше внимание именно на рога. Рога говорят о том, что рога даны животному для защиты и для нападения. Только для этого нужны рога. Таким образом, четко видно, что на Востоке есть две силы. Мы видим эти силы в сегодняшнем дне. Это Россия и Китай. Основные такие силы. А на Западе есть одна сила. Это НАТО. Это НАТО. Шел козел, не касаясь земли. Это НАТО. Речь идет о НАТО. И сказано, что козел, то есть НАТО, этим рогом забодал, грубо говоря, скажем, этого барана, овна этого. Вот. И вот здесь сказано именно тому человеку, который погружается в Слово Божье, именно что будет конфликт, будет война, и эта война будет непростая. Эта война будет, вы сами знаете, какая это будет война, глядя на сегодняшние события, которые происходят в мире, вокруг вас, на планете Земля. Дальше. В результате этого произойдет Исайя 13 глава. С 9 стиха читаю. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота афирского». 13 стих. Внимание, братья и сестры, обратите внимание. «Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Иаиль 3:15. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». И так далее. Это можно продолжать и дальше. Тут четко сказано, я в описании дам все места, те, что у меня записаны. Четко сказано, что в результате того, что баран пойдет, попирая все своими ногами, навстречу ему выйдет козел с одним рогом и забодает этого овена, скажем так. Вот. Это сказано о великом конфликте. Если мы в сегодняшнем дне
рассуждаем, что это может быть за конфликт, то поверьте, это будет конфликт отнюдь не с автоматами, это будет конфликт всемирный, потому что Земля сдвинется с места своего, сказано так. Только от ядерной войны может Земля сдвинуться с места своего. В результате этого Земля споймает метеорит и сдвинутся все горы, сказано так. Ну, в общем, дальше я буду объяснять. Я сейчас объяснил причинно-следственную связь. Даниила 8 глава, Исайя 13 глава. И что же будет из этого, что истекает из этого? В Новом Завете четко сказано. Луки 21 глава, Марка 13 глава, Матфея 24 глава, Откровение 6 глава, 8 глава Откровения. Сказано четко, что день гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Это написано Сафония 1 глава 15 стих и 16 стих. День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. То есть это все ожидает в этот день, в третий день, в тысячелетие. И что же делать? Сказано в Новом Завете, сказано, апостол Павел, послание к фессалоникийцам, 1 послание, 5 глава. Когда это будет же? О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Внимание, 3 стих. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве, и не избегнут. То есть это уже все определено, и так и будет. Не может на сегодняшний день Китай и Россия отказаться от своих замыслов. Не может. Они вошли уже в стадию эту. Но когда будут все говорить мир и безопасность, то есть как бы войны утихнут, те, что идут сейчас, они утихнут. И вот когда все будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно начнется ядерная атака. 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Иеремия 23:20. «Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца своего. В последующие дни вы явно уразумеете это». Явно уразумеете это. Также описание я оставляю все здесь. И что будет? В результате этого будет 10 казней. 10 казней египетских. Это сказано о последствиях ядерной войны. И все начнет с последней казни повторяться. Ну, как бы тут можно сказать, что и в обратном порядке это все будет идти, все 10 казней. Но можно сказать также, что это одно целое. 10 казней – это последствия Третьей мировой последней войны в мире этом. После этого некоторые люди останутся жить. Мы знаем, кто это, те, кто приняли его, верующим во имя его, что надо делать. Написано четко. Находящиеся в Иудее, то есть верующие, добегут в горы. Вот. Таким образом, об этом чуть позже, чуть дальше. А это такое вступление как бы к 10 казням. Я 10 казней буду выкладывать постепенно, по 2-3 казни буду объяснять, чтобы эти видео не были длинными. Но суть этого всего, для чего это все, ну, к примеру, я делаю? Я делаю это для того, чтобы люди знали, что ждет их в будущем. И что смысл жизни любого человека в мире этом, смысл жизни любого человека получить спасение. И, находясь в спасении, дети тогда будут видеть, что родители находятся в Слове Божьем и будут так же само участвовать в Слове Божьем. Таким образом, не только мы будем обретать спасение, а и наши дети. Но об этом подробно дальше. Пока еще, можно сказать, время есть.